Предательское решение Федерации. Трусову и Щербакову лишили золотых медалей Олимпиады. Саша и Аня на протяжении нескольких лет добывали награды для России, но в самый ответственный момент их оставили за бортом. Несправедливо. Состав женской сборной России на командном турнире на Олимпиаде в Пекине до конца оставался в секрете. Эксперты и любители фигурного катания гадали, кому же достанется честь катать произвольную программу. Выбор шел между Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, но оказалось, что ни одна из них не выйдет на лед в командном турнире. Федерация отказалась от замен, лишив Сашу и Аню возможности стать олимпийскими чемпионками. Похоже, гениальные фигуристки, начавшие техническую революцию в спорте, так и не станут великими из-за предательства чиновников. Как же жаль девочек. Щербакову и Трусову лишили медалей командника. В начале прошлой недели Наталья Бестемьянова поделилась соображениями насчет состава сборной России по фигурному катанию на олимпийский командник в Пекине. По информации олимпийской чемпионки, наша федерация не хотела рисковать и была намерена провести турнир без замен, оставив в заявке первые номера во всех видах. Тогда словам Бестемьяновой мало кто поверил. Ведь было трудно представить, что кого-то из блестящих фигуристок Этери Тутберидзе оставят без заслуженной награды. Конечно, все три девочки не могли исполнить мечту о золоте Олимпиады. Но две медалистки все же лучше одной. После же того, как отличные выступления Камилы Валиевой и Марка Кондратюка во второй день соревнований позволили российской команде выбиться в лидеры, участие Александры Трусовой или Анны Щербаковой в произвольной программе напрашивалось само собой. Тем не менее, недавно стало известно, что чиновники решили придерживаться первоначального плана, лишив Сашу и Аню возможности стать олимпийскими чемпионками. Вместо них нашу страну вновь представит Камила Валиева. Трусова и Щербакова выступят только в личном зачете. Проще говоря, обе фигуристки остались за бортом. А ведь именно они начали техническую революцию в женском одиночном катании. Воспитанницы «Хрустального» на протяжении нескольких сезонов безраздельно доминировали на мировой арене, ставя сумасшедшие рекорды и принося России важные медали. И вот как функционеры отблагодарили их, предательски оставили без заслуженного золота, которое наверняка достанется сборной России. Несправедливо и абсурдно. Гениальные фигуристки так и не станут великими. Если разбираться в причинах, то единственным логическим объяснением поступку Федерации является то, что они хотят поберечь Трусову и Щербакову перед личным турниром. У Саши невероятно сложная программа с 5 четверными, которую повторить дважды практически не представляется возможным. Справиться с ней хотя бы раз – уже чудо. Аня тоже не отстает и готовится исполнить на китайском льду 2 старших квада. На тренировках действующая чемпионка мира активно разминала лутс и флип, причем не только сольно, но и в каскадах. Возможно, спортсменка попробует повторить набор победного чемпионата России 2020 с 3 четверными. Учитывая то, что в последнее время форма Щербаковой давала сбои, рисковать ее здоровьем накануне главного старта в карьере – дело неблагодарное. Загвоздка заключается в том, что никто от ученицы Этери Тутберидзе не требовал выкладываться на максимум в прокатах. Шансы американцев на первое место почти растаяли после провала Карен Чен. Девочки могли выступить даже с тройными прыжками и все равно выиграть, но почему-то чиновники так не считают. Теперь Трусовой и Щербаковой придется доказывать свою состоятельность в личке, что, если взглянуть правде в глаза, довольно проблематично с такой сильной соперницей, как Валиева. Сашу и Аню официально можно назвать самыми невезучими фигуристками современности. Яркие, разносторонние, одним словом, гениальные. Они могут остаться без самого важного титула. А жестокая реальность такова, что из-за скоротечности жизни фигуристок в большом спорте они вряд ли смогут восполнить этот пробел. Время и высочайшая конкуренция играют против них. К сожалению, Трусова и Щербакова рискуют так и не стать великими. Почему решение Федерации опасно для Валиевой? Критиковать Федерацию за их выбор можно и потому, что они поставили под удар нашего лидера.
Камиле Валиевой необходимо за несколько дней выдать 4 чистых проката, что невероятно сложно. Давление, нервы и отсутствие времени на отдых могут сыграть с ней злую шутку. Очень не хотелось бы повторения истории Юлии Липницкой, но 15-летняя фигуристка может просто перегореть. Было заметно, что подопечная Этери Тутберидзе сильно волнуется в короткой программе, сказывается статус Олимпийских игр, который неоднократно ломал даже самых опытных спортсменов. Сейчас психология Валиевой, равно как и ее физическая подготовка, не вызывают вопросов. Но на льду происходили и не такие сенсации. Остается надеяться, что решение чиновников было сделано совместно с тренерами, которые все просчитали и смогут подготовить Камилу к этому непростому испытанию.